But sometimes in a poker game, a bluff wins the pot. Блеф – самый зрелищный прием в покере. Зашкаливает адреналин, учащенно бьется сердце, и его стук приходится скрывать, даже сидя перед монитором за тысячи километров от оппонента. Если вы никогда не испытывали подобных эмоций, значит, никогда не проворачивали дорогой блеф. Естественно, дорогой для себя, своих лимитов и своего банкролла. Многие любители и сторонние зрители восхищенно наблюдают за обманными ставками и рейзами мастеров, хваля их за смелость и отчаянность. Только проблема в том, что блефы – это не про храбрость. Конечно, заставлять себя исполнять с воздухом, когда соперник даже близко не демонстрирует готовность расстаться с картами, сложно. Бесспорно, определенная смелость здесь нужна, но куда важнее строгий расчет и логическое обоснование. Если математическое ожидание от блефовых ставки или рейза выше, чем от чека или кола, теоретически выгодно выбирать именно самый прибыльный вариант – агрессию. Профессионал никогда не станет рисковать деньгами без причины, иначе он просто не соответствует статусу профи, да и не смог бы построить карьеру в конкурентной сфере интеллектуальных игр. Но как правильно подбирать ситуации для блефа? С вами Покер.ру. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши обучающие видео. И сегодня мы обсуждаем блеф в покере. Когда и как обманывать правильно. Блеф – это ставка или повышение с рукой, ценностью которой с высокой вероятностью приведет к проигрышу на шоу-дауне. Но при агрессивном розыгрыше есть шанс выбить комбинации лучше, где находится конкретная рука против возможных рук соперника, а также четко знать, в какие комбинации лучше собственной нацелен блефующий игрок. В покерных телешоу можно наблюдать яркие эпизоды с блефами. Некоторые из них кажутся настоящим безумием. Иногда они действительно безумны. Но если присмотреться, в исполнении профессионалов найти необоснованный блеф почти невозможно. Если в приеме отсутствует логика, даже если очень глубоко копнуть, автором обычно является любитель. Дело в том, что при подготовке к блефу нужно учитывать много факторов и свести их в полноценный анализ. Получить результат могут только опытные регуляры и компетентные умные любители. В основе покера находится концепция равновесия. Речь о том самом загадочном ГТО, оптимальной стратегии, к которой так стремятся все профессионалы последние 20 лет. Она представляет собой громоздкую конструкцию из всех возможных линий на всех возможных досках со всеми возможными руками. Цель ГТО – защитить игрока от эксплуатации со стороны оппонентов. Достигается это идеальным балансом диапазонов. С точки зрения блефов, концепция реализуется их соотношением с сильными комбинациями – value. Суть в том, что блефы не существуют сами по себе. Они именно балансируют value, то есть дополняют их. А соотношение value и блефов зависит от этапа раздачи, размера ставки или рейза, текстуры, диапазонов и склонности оппонента к чрезмерным колам или фолдам. К сожалению, нельзя в коротком ролике преподать всю покерную математику, поэтому ограничимся базовыми тезисами. Это именно самая такая база. На разных улицах наполнение спектров меняется в зависимости от предыдущего экшена. Очевидно, что к риверу диапазоны становятся уже и сильнее, а значит, блефов в них все меньше. В среднем считается, что на флопе на одну сильную комбинацию должно приходиться 2 блефа. На терне соотношение 1 к 1, а на ривере на 2 value приходится 1 блеф. Это упрощение, но знать его нужно. Но это не точно. На сухом флопе с высоким номиналом агрессор должен ставить почти со всем диапазоном, так как у него перевес по сильным топ-парам и оверпарам. Естественно, основная часть спектра в таком случае – блефы, а вот на дровяном скоординированном борде нужно быть осторожнее. Используются в основном крупные ставки с value и топовыми блефами. На префлопе понятие блефа несколько размыто. В опен-рейзах и линейных трибетах используются стартеры из верхнего сегмента начального value. Любая комбинация имеет шанс на успех, если ей случится увидеть общие карты. Исключение – позиция большого блайнда, на которой применяются полярный трибет. Суть в том, что в трибет отправляются только топовые сочетания и множество откровенного мусора.
Как видно, здесь масса комбинаций, которые имеют минимальный шанс выиграть, если соперник сопротивляется. Впрочем, среди блефов в основном комбинации с тузами и королями, которые уменьшают диапазон кола оппонента, а также одномастный трэш, который имеет небольшой шанс собрать флеш. Однако в случае 4 бета весь мусор дисциплинированно отправляется в фолд. Следующий важнейший пункт — тип доски. Очень многое решают вышедшие общие карты и то, как они повлияли на распределение equity диапазонов. Суть в том, что спектр агрессора всегда смещен в верхний сегмент стартеров. У него есть префлоп монстры, много Бродвея, зато хуже покрываются средние и совсем плохо низкие доски. И наоборот, у Коллера почти всегда капнутый диапазон. Это значит, что у него нет сильнейших комбинаций, с которыми он на префлопе делал бы 3-бет, 4-бет и так далее. Впрочем, понятие капнутости используется и на постфлопе для определения верхней планки по силе комбинаций, возможных у игрока. Например, на борде с королем и 2 картами младше у Коллера практически всегда нет нацевого сета. Однако за средние и низкие текстуры префлоп Коллер цепляется куда лучше, чем агрессор. Отсюда вывод. Высокие сухие текстуры дают свободу для блефов агрессору, а дровяные со средними и низкими номиналами — Коллеру. Может показаться, что это странное и несправедливое распределение по отношению к агрессору на префлопе, ведь у него меньше своих бордов. Но это не так. Наоборот, по теории вероятностей, самые частые текстуры со старшим тузом, чуть реже выпадают доски с королем и так далее. Так что большинство досок дают преимущество именно префлоп агрессору, а значит и блефовать он может чаще. Суть концепции в том, что любая карта у вас в руке делает невозможным комбинацию с участием этой же карты у соперника. Блокеры — один из важнейших факторов в построении диапазона блефа, особенно на поздних улицах. Наиболее это важно на сильно скоординированных досках с возможными стритами и флешами. Например, любая рука с семеркой на борде 6-5-4 подходит для рейза или чек-рейза независимо от улицы. Суть в том, что семерка минимизирует количество стритов у оппонента. Именно поэтому гадшоты и незакрывающийся стрит-дро — частые кандидаты на блеф на 3 улицах с обязательным доблефом ривера. Пожалуй, 3 блефовых барреля в блеф — одна из сложнейших психологических линий в покере, но если ее принять в свой арсенал, это сильно поможет в развитии. Другой классический пример — тройной блеф в 3-бет поте с тузом. Среди рук, отправляющихся в 3 барреля с all-ином, всегда огромное количество комбинаций король-дама, дама-валет и дама-10. Кажется, безумие. Ведь если Коллер не сбросил карты на 2 барреля с тузом на доске, пиши пропало. У него наверняка топ-пара. А теперь представьте себя на месте Коллера. Да, у вас и правда топ-пара. Только вот с каким кикером вы готовы калировать до конца, когда у вас нет бигслика туз-король? Вы его 4-бетили бы, верно? Итак, у вас есть туз-дама, туз-валет, туз-10 и младше. Очевидно, что с относительным комфортом вы закалируете только с тузом и дамой. Туз-валет, если и протянете, то со скрипом. А остальные закалируете только против маньяка, так как боитесь доминаций. И вот в ход вступают блокеры. Всего у соперника может быть 12 комбинаций туз-дама, ведь один туз на доске. А теперь представим, что у нас одна из этих дам. И вот у оппонента их остается всего 9. Если у нас дама-валет, мы бьем сразу по 2 опасным связкам — туз-дама и туз-валет, вырезая из его спектра кола уже не 3, а 6 комбинаций. То есть на первый взгляд полное безумие на практике объясняется железной логикой и математикой. Конечно, если бы вам кто-то сказал просто ставить с этими руками 3 барреля, вы бы жутко боялись. Но зная, как именно работают такие блефы, провернуть их становится намного легче, верно? А ведь именно так и работает обучение. Чем больше знаний, тем меньше сомнений и страха. Потенциал на нац. Естественно, речь идет о так называемых полублефах, которые мы уже упоминали вскользь. Но нельзя не вынести данный фактор в отдельный блок. Очевидно, для блефов мы можем использовать как различные дро, которые могут доехать к риверу, так и полный воздух. Когда мы строим диапазон ставки или рейза на флопе и терне, мы почти не задействуем абсолютный мусор, за исключением совсем уж мелких карманок, которые обесценились 3 оверкартами и младших пар. Но и младшие пары совмещают в себе подходящие для блефа признаки. Они блокируют сеты и претендуют на усиление до допера или трипса. На терне мы чаще всего используем для блефа руки с сохранившимся или поехавшим эквити. Например, мы чек-рейзили флоп с бэкдорным флеш-дро, а на терне открылось и прямое флеш-дро. Радостно ставим конт-бет с полублефами.
А вот на ривере потенциал на усиление либо реализуется, либо полностью пропадает. То есть у нас либо собран нац, и мы ставим на value, либо мы промахнулись и решаем, нужно ли доблефовывать с воздухом. В таком случае внимательно смотрим на свою руку, оцениваем все предыдущие факторы и ищем максимальное EV. Размер ставки также влияет на наполнение диапазонов руками разной силы. Чем меньше сайзинг, с тем более широким диапазоном мы можем ставить, а значит и общее количество блефов достаточно велико. И наоборот, крупные ставки обычно используются с небольшим количеством value, а значит и блефов будет мало. Однако мало именно количественно, так как доля блефов в больших ставках наоборот самая высокая. Например, при ставке на ривере в размере полупота мы должны насытить диапазон на 67% value и 33% блефов. Как раз упомянутое значение 1 блеф и 2 value. Однако при повышении сайзинга мы все сильнее поляризуем диапазон, снижая количество value. Но, например, при ставке в 75% доля блефов должна составлять уже 43% от всего диапазона ставки. А если мы совсем наглеем и ставим овербет в 1,5 банка? Естественно, у нас будет супер узкий спектр value, но зато доля блефов в диапазоне уже целых 60%. То есть на 4 комбинации value нам нужно собрать 6 блефов. Правда, это не повод всегда ставить овербеты. Нужно все же учитывать диапазоны, текстуру и другие факторы. Но самый важный, пожалуй, тип оппонента. Приведенные расчеты направлены против оптимального оппонента, который калирует по ГТО. Если и мы, и он построили диапазоны правильно, никто из нас не получает преимущества. То есть мы создали такой спектр, что его решение индифферентно. Call и pass имеют одинаковое нулевое ожидание. Но если перед нами откровенный телефон, берем наши расчеты и выбрасываем в корзину. Просто ставим огромные ставки с сильными и средними руками на всех улицах и не расстраиваемся, иногда врезаясь в комбинации лучше. На дистанции ставки все равно выгодны. Стеки влияют на fold equity с разных сторон. Во-первых, очевидно, что в коротких стеках очень сложно выбросить любое совпадение с доской, а на префлопе и вовсе выгодно запихать в all-in любое бродвейное сочетание или карманную пару. Так работает стратегия push-фолда в МТТ и тактика давления all-инами со стороны чип-лидера на стадии крупных пейдж-джампов. Зато в глубоких стеках ситуация иная. Это пространство для исполнения тонких блефов с маргинальными руками. Коннекторы и одномастные руки с тузом и королем отлично разыгрываются в эффективных стеках от 150 больших блайндов. На своих бордах эти комбинации могут оказывать колоссальное давление на оппонентов с топ-парами и овер-парами. Это понятно. Представьте, у вас карманные тузы, а соперник на скоординированной доске заряжает чек-рейз на флопе, а затем ставит 2 барреля с all-ином на ривере. Охотно вы отдадите такой стек с жалкой оверпарой. Однако, заходя в банк с указанными руками, нельзя рассчитывать только на сбор сильных комбинаций. Нужно всегда агрессивно атаковать соперника на подходящих бордах, особенно со стрит-дро и гадшотами. Эффект блокеров повышает fold equity. Мы уже упомянули, что математика нам нужна в первую очередь для защиты от сильных ГТО регов. Однако таковых за столами микролимитов совсем немного. Чаще приходится использовать подстройки. С точки зрения блефов есть удобные и неудобные оппоненты. Перечислим основные типы и соответствующие корректировки. НИТ. Отличная мишень для блефов, так как такие игроки от природы очень боязливые и часто фолдят без попадания. Но стоит понимать, что в их изначально узком диапазоне много сильных комбинаций, поэтому блефовать против него на бродвейном борде точно не стоит. Зато на низких связанных текстурах можно чувствовать себя свободно. Правда, только до ривера. Если НИТ не поверил вашим баррелям и рейзам на флопе и терне, доблефовывать стоит редко и очень осторожно. Телефон. «О, у меня 5-я пара, надо калировать, all-in», говорят себе такие игроки. Стоит ли говорить, что блеф в них – это бесполезное сжигание денег? Но стоит учитывать и другие их тенденции. Если они постоянно флуатят в позиции, нельзя давать им шанс на ставку после вашего чека. Лучше использовать ставки малышки по 10-15% от банка, если у руки есть хоть какой-то шанс на усиление. С мусором же просто сдаемся. Это полностью окупится в других раздачах. Когда нам повезет собрать нормальную комбинацию, мы вытрясем из телефона все фишки. Маньяк. Но у таких ребят вы точно не переблефуете. Поэтому не стоит тратить деньги. Они их не ценят, поэтому готовы на все, лишь бы показать, кто здесь настоящий властелин стола.
Ждем сильную комбинацию, изображаем жуткое разочарование картами, имитируем слабость и предлагаем сопернику доказать, что у него как минимум каре. С нацами даже без позиции используем строго чек-колы, никаких рейзов до ривера, пусть сам ставит. Так что же, совсем не блефуем? Нет, не блефуем, но реализуем эквити против широкого диапазона маньяка. То есть обычно маргинальное выставление с дро и оверкартами превращаются в отличное решение против маньяка, ведь пуш для него – настоящий вызов. Он не может себе позволить какому-то выскочке отобрать у него инициативу. Кроме того, сильно расширяем диапазон all-ина на префлопе в сторону любых карманок и бродвея с тузом и королем. И собираем value с каких-нибудь коннекторов. Хотя фактически условные король-дама в обычной ситуации – это чистейший блеф на префлопе. Кит. Так называют любителей, калирующих на префлопе с большинством рук, чтобы посмотреть на флоп, а затем сдаться без попадания в доску. Отличные соперники для вашего винрейта, ведь с их помощью печатаются деньги. Если кит лимпит, мы изолируем. Если открывается, 3-бетим. А затем ставим конт-бет на флопе с любыми двумя картами. Один конт-бет, чтобы забрать раздутый банк. Если увидели от такого оппонента кол, стоит напрячься. Продолжать следует только с value. Ну а если кит вдруг рейзит, зарываем в пас даже карманные тузы. Там минимум допер. Очень важно иметь статистику или наблюдение за фолдами оппонентов по улицам. Довольно часто слабые игроки с энтузиазмом калируют на флопе, но сдаются на терне или ривере. Про value не стоит и говорить. Но блефы нужно готовить с учетом этих данных. Например, у соперника фолд на флопе 30%, на терне 30%, а на ривере 60%. Ставим два маленьких конт-бета в блеф, давая ему протащить весь мусор, а затем добиваем более увесистой ставкой на ривере и забираем банк в большинстве случаев. Наконец, фактор, касающийся самого игрока. Его имидж. Агрессия позволяет зарабатывать деньги. Это вечная покерная аксиома, что объяснимо математически. Мы собираем более-менее сильную комбинацию лишь один раз из 3, при этом тратим на вход в раздачу драгоценные фишки. Если всего лишь дожидаться нацев и действовать пассивно в остальных ситуациях, мы просто теряем деньги. Значит, нужно забирать банки и без готовой руки, то есть блефами. Если бы мы играли в пасьянс и ждали нации, адекватный оппонент никогда бы нам их не оплатил. Представьте, обычно спокойный игрок вдруг начинает ставить и рейзить. Легкий пас. Зато если мы часто блефуем и периодически показываем на вскрытии неочевидные блефы, доверия к нам намного меньше. В то же время мы продолжаем блефами выдавливать из раздачи соперников со средними руками. Профит. А когда собираем действительно сильную комбинацию, ее нам с радостью оплачивают. Двойной профит. Да, периодически нас будут вскрывать с блеф-кетчерами. Но для этого нужен, во-первых, сам блеф-кетчер, во-вторых, определенная смелость. Эти две составляющие не так уж часто встречаются вместе за покерными столами. Поэтому да, мы должны быть настолько агрессивны, насколько это возможно без риска превратиться в маньяка. И без блефов это просто невозможно. А чтобы быстрее избавиться от статуса новичка в покере, рекомендуем наше прошлое видео. В нем мы говорим о самых распространенных ошибках начинающих игроков. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь ссылкой с друзьями. Пусть как можно больше новичков узнают о том, как использовать блефы.